Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, вначале скажу, что немного устала за эти дни. И поэтому те, кто у меня на консультации, я всем отвечу завтра днем. Не всем успею сказать, но отвечу завтра днем. Я ужасно разбитая, уставшая, но все же решила перед сном снять пару работ для вас. И поскольку нет сил сейчас для алтарей, решила, чтобы хотя бы вы полюбовались этой красотой. Вот на фоне этой замечательной шаманки мы с вами проведем, точнее, я вам подарю 2 работы. Ну, отдельно сниму, конечно. Это касается дней недели. Хочу вам подарить заговоры на каждый день недели, чтобы каждый день у вас проходил удачно и без происшествий. Конечно, мои работы, заговоры, начитывая, вы привлекаете удачу, привлекаете деньги, улучшаете свое финансовое положение. Но в любом случае, если в начале каждого дня вы прочитаете заклинание, заговор и обратитесь к этому дню, к духам этого дня, то у вас весь день пройдет удачно и спокойно. Итак, почему 7? 7 дней в неделе. Вообще цифра 7 – это мистическая цифра. Например, 7 чудес Старого Света. И в наше время, по-моему, 7. Хотя добавляются некоторые чудеса, да, и постройки, и здания причисляются к новым чудесам. Но вообще принято считать, что 7 чудес света Старого мира – это самые общепринятые чудеса света. Храм Артемиды Эфесской, Каликарнасский мавзолей, сейчас вспомню, Зевс, статуя огромного Зевса олимпийского, да, Фидии, скульптура Фидии, автора. Колосс Родосский, который потом нашли в Александрии определенными кусками, правда, не полностью, но примерно восстановили, какой он был, огромный. Предполагалось, что это статуя Аполлона была. Нет, неправильно сказал. Статуя Аполлона – это маяк Александрийский, да, извиняюсь, где Аполлон держит огонь в руке. Пирамиды египетские, висячие сады Самирамиды в Вавилоне. Хотя хочу вам сказать, что Самирамида не имеет никакого отношения к этим висячим садам. Это одна из цариц, жена царя Набугудоносора. Она была сирийка и очень скучала по садам, по красивой природе, и он приказал соорудить эти сады на крышах домов. Некоторые из них висели на огромных этих цепях. И вот отсюда и название «Висячие сады Самирамиды». Просто одна из известных цариц Ассирии тоже повторила данную красоту. И вот все же ее имя больше, да, осталось в истории. Хотя не ее было изначально, не ее задумка. Потом Рим, который построен на 7 холмах. Смоковница с 7 плодами, под которым сидел Будда, если помните. 7 богов удачи в китайской мифологии. Насколько известно, 7 цветов в природе существует.
общепризнанные, конечно, сейчас и перемешивают там всякие, но в любом случае. Потом 7, который постоянно в пословицах, поговорках у нас встречается. Там 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да. 7 вода на киселе. До 7 пота. 7 шкур содрали. За 7 верст. Что еще? У 7 нянек дитё без глазу. 7 пятниц на неделе. 7 пядей на лбу. Что еще там? Сейчас еще вспомню. Да, 7 смертям не бывать, а одной не миновать. За 7 морями. За 7 верст. Что еще? На 7 небе, да. 7-мильные шаги. И так далее. То есть 7 очень часто фигурирует 7. И это не только в русском языке, не только в русских поговорках. Почему? 7 – это число духовного порядка в мироздании. Считается, что 6 верховных богов было изначально, а 7 был их отец-создатель этих богов. Далее считается, что 7 сын или 7 дочь в роду обязательно обладает какими-то знаниями или становится особенным. То есть рождение 7 ребенка – это особенное событие. Этот ребенок не просто так приходит в жизнь семьи. 7 по лавкам – это же просто тоже не просто так сказано. Далее, смотрите, египетский символ жизни 7, 7, число бога Озириса, то есть, или Осириса, это одно и то же, в принципе. То есть это смерть и воскрешение. В 7 час подплывает лодка Ра и забирает на суд Анубиса умершего человека. Поэтому и число суда Анубиса тоже 7. 7 врат ада, через который нужно пройти, чтобы дойти до судного, то есть зала, так называемого, да, суда. 7 трубок флейты пана. Ну, много, очень много в разных эпосах, рассказах. Цифра 7 фигурирует как священная цифра. Поэтому 7 дней в неделю, и поэтому каждый день имеет свою символику, имеет свою силу, своих духов, покровителей этого дня. И если вы каждый день вот просто возьмете за привычку и каждый день прочитаете обращение к этому дню в начале дня, то весь день покровители этого дня будут вам помогать. Ведь другие люди, которые не читают, не обращаются к этим дням, к духам и покровителям этого дня, другие люди, то есть лишены этого покровительства, потому что они не знают это все, или не приемлят, или не считают нужным, или относятся к этому скептически и так далее. А вот вы будете начитывать, и чем чаще вы будете читать, вот возьмете привычку, перепишите у себя, и каждый день недели будете приветствовать, читать и просить удачу в этот день. Вы в скором времени заметите, что ваша жизнь, ну, как бы круто изменится и очень сильно будет отличаться от жизни других людей. Люди даже будут удивляться и говорить, прям каждый день как твой день, каждый день тебе везет, как-то каждый день для тебя что-то такое особенное. По сути, вся наша жизнь состоит из дней. Да? Дни проходят, неделя прошла, следующая приходит неделя. Неделя прошла, следующая проходит неделя и так далее. И вот так вот проходят годы, десятилетия, 20 лет, 30 лет, смотря кому сколько суждено жить. И в конце концов мы понимаем, что то есть, время пришло и уходить.
дни заканчиваются. У каждого человека есть запас дней. Так давайте сделаем так, чтобы каждый день вашей жизни приносил вам что-то полезное. Не просто жить, лишь бы прожить этот день, и закончился, и слава богу, и пошли спать, как некоторые говорят. А чтобы этот день был особенный, чтобы каждый день была какая-то удача, чтобы каждый день было что-то полезное. Знаете, Екатерина Великая говорила, день, в котором я не взяла перо и не написала хоть одну страницу, это день для меня пропавший. То есть пропащий, неправильно сказал. Вот живите так, что вот утром проснулись и думаете, в этот день я что-то должна полезное сделать. Потому что есть дни, от которых зависит вся судьба. Есть дни, когда человек просто вот идет куда-то, знаете, и это начало его карьеры и судьбы. Галина Вишневская, которую я очень уважаю и считаю, что такие люди не умирают, они уходят в вечность. Это достояние нации и мира. И она, естественно, пела, и она очень много работала для того, чтобы быть на вершине своей славы, и она это заслужила, все, что у нее было. Так вот, она говорит, что это был обычный день. Мы с подругой там гуляли, и она вдруг предложила, а пойдем посмотрим, будет прослушивание, значит, в оперном театре. Там вход свободный, все могут прийти и сесть и послушать. И она говорит, я пришла, сижу, слушаю, и я понимаю, что я лучше могу петь. Почему? И она говорит, я смотрю и говорю, черт возьми, это я должна там стоять на сцене. Почему они поют, а я нет? И она просто подошла к экзаменаторам вот этим, кто принимал, и сказала, можно я спою? Те были уставшие, мол, потом приходите, девушка. А вот один из, значит, главных там ведущих экспертов, мужчина, видимо, она понравилась, она очень красивая женщина, и он сказал, почему бы нет, давайте послушаем, спойте. И она спела «Берег Нила», это из оперы «Аида». Это очень сложная партия, ее даже порой годами избегают петь, знаете, мэтры оперного искусства. А она, молодая девчонка, просто посмела спеть. И когда она сказала, что споет, они переглянулись, сказали, ну, спойте. Подумали, мол, ну, позорься, иди отсюда. Она вышла и спела. Это очень сложнейшая партия. Я просто знаю, потому что у меня есть знакомые оперные певцы. Она с первого раза спела, и они ее тут же приняли. Вот день, понимаете? День, который стал для нее судьбоносным. Все, ее приняли в оперный театр. И после этого вот она поднялась по ступеньке искусства, и все. И мы ее знаем в этом мире. То есть вот один день, который может решить вашу судьбу. Подружитесь со всеми днями недели, потому что они повторяются, они возвращаются вновь. И чем чаще вы будете это читать, начитывать, если у вас будет привычка каждый день проснуться, приветствовать этот день и попросить у этого дня покровительства и удачи, вы в итоге сами удивитесь, что действительно каждый день словно служит вам, помогает и защищает вас, невзирая на то, что, может быть, вокруг все крушится, у всех там большие проблемы, а у вас все хорошо. Поймите, друзья мои, в наш век непростой, сложный, тяжелый, болезненный век. На самом деле магия спасает людей. Люди из горячих точек возвращались живыми, возвращаются. Люди в тяжелые годы, кризисные, страшные, могли позволить себе жить обычной жизнью, повседневной, еще лучше жить и дома покупать в это время, когда у других людей, может, все просто разрушалось, и бизнес, и все на свете. Люди могли избегать проверок, люди выходили из тюрем. Духи помогают людям. Помогают, если видят, что к ним есть уважение, уважительное отношение. Даже не вера столько важна, как люди говорят. Надо верить. Можно и не верить. Некоторые не верят и получают результат, потом верят. Уважать. Не оскорблять, не обидеть силой.
Потому что когда мне человек пишет, например, ой, вы знаете, у меня там 7 лет болела спина, и мне все время делали блокаду, в общем, ставили. Только это меня спасало, я не могла двигаться с места. Я прочитала вот на молоко ваш вот заговор от спинной боли. У меня полностью прошла боль. Вы вдумайтесь, что она мне пишет. Хотя там бесплатно дан этот ритуал, за него ничего не требуется, как и от всех моих работ. Те работы, которые я не успеваю просто показать, я в книгах внедряю. Ну, это уже, в конце концов, извините, такое огромное количество подарено. Что-то и можно и не успеть, просто в книгах отдать. Так вот, она говорит, и вы знаете, я прочитала, и уже 3-й день хожу, и у меня вообще нет боли, и у меня такой шок. Я хотела вам сделать подарок, но скажите, пожалуйста, а это не может быть совпадение? То есть я хотела бы тебе сделать подарок, но а вдруг это совпадение, а я просто так свои деньги потрачу, тебе еще подарок подарю. Понимаете? Я говорю, не нужно. С таким мнением, с такими сомнениями мне никакой подарок не нужен. Понимаете, это не уважение не ко мне, а к силам. Если у тебя 7 лет болело, и вдруг после прочтения через полчаса перестало и до сих пор не болит, о каком совпадении можно говорить? Когда, понимаете, это очень омерзительно. Вот. И ты понимаешь, что такие люди ничего не добьются в своей жизни, потому что они не уважают силы. Даже получая их помощь, когда есть люди более уважительно относятся, и они не так быстро получают эту помощь, и вы смотрите, как такие личности вот получают такую помощь за очень короткое время и смеют сказать, а вдруг это совпадение? Потом удивляются, а почему силы больше не хотят помочь? Это, ну, я даже не знаю, это как врач, который тебя вылечил, ты потом говоришь, а может, это совпадение, доктор? Может, мне не надо тебе говорить спасибо? Может, ты тут вообще ни при чем? Потому что оно само по себе прошло, хоть и операция была, но да, ну, а может, это не ты сделал, а вот организм справился, понимаете? А почему твой организм до сих пор не справлялся? Нельзя. Такое свинское отношение к силам, оно очень чревато. Очень. Или, знаете, человек пользовался моими работами, все было хорошо, и все получилось, и потом она в кого-то там влюбилась, и он начитала что-то, он не позвонил, и она мне пишет оскорбление. После того, как голосовое там спасибо, благодарю, мы даже это голосовое слышали ее вместе со всеми голосовыми. Потом она мне пишет оскорбление. А я еще не понимаю, кто это. Она мне пишет на обычный телефон, не соображая, что я могу же в WhatsApp пробить этот номер. Я скопировала, значит, в WhatsApp ищу, думаю, что случилось? Может, я обидела человека, может, я под горячую руку попала, у меня тоже крутой характер, мало ли чего. Посмотрю хоть, что это за чудо. И я смотрю ее благодарности. Меня хотели посадить, она была врачом, она допустила ошибку. Родственники хотели посадить. Она начала начитывать, делать, защиту провела. На ее удивление родственники пришли и сказали, что извиняются, что трепали нервы, мол, вы не виноваты. Мы на семейном совете решили. Ничего с нее не брали, хотя главврач там, значит, ей предлагал откупиться, там несколько миллионов собрать, отдать, лишь бы отстали, иначе будет плохо. Они пришли и извинились перед ней, те люди, которые хотели ее стереть в порошок. И она мне благодарила и говорила, до конца жизни я не забуду, это вот просто невозможно. А тут на обычный телефон пишет, что я сделала зазыв, а мой любимый, значит, не пришел. Ведь там в этих зазывах сказано, что если человек не выходит на связь, это же не приворот, это просто ты призываешь, ты тоску создаешь внутри человека. Если у него есть какие-то чувства к тебе, он приходит. И говорит, я вот зазыв начитала, а он не пришел, ты такая сякая, ты вот... Самые грязные слова. Я просто взяла и написала ей. Я говорю, вы знаете, вот все, что вы сейчас сказали, вы сказали сами себе, и вы сказали тем силам, которые вам помогли просто избежать тюрьмы. Потом не удивляйтесь вашей просто плачевному вашему состоянию в жизни, не удивляйтесь после этого всего.
Это как должно загореться между ног, чтобы взять такое и написать, не думая о последствиях. Я говорю, я не буду вам ничего делать, я никак вам мстить не буду. Ну-ка, рыжик, иди отсюда. Я говорю, просто я считаю, что вы и так уже несчастный человек. Но они услышали, и они все поняли. И что вы думаете, через некоторое время ее знакомая начала мне писать с большой просьбой, чтобы я помогла. Она очень сожалеет, она готова оплатить ваш труд. И я говорю, этому человеку больше на моем канале, в моей жизни, в моем WhatsApp места нет. Думайте о том, что говорите и делаете. Если вам силы столько помогают, буквально спасают, не обижайте их. Не обижайте их из-за мелочей. Не говорите никогда это совпадение. Больше не помогут. Они слышат нас и мысли наши читают. Я вам сама говорила, что у меня еще в начале пути бывали некие сомнения не в том, что это правда или нет. Но просто я думала, реально это мне помогло или так само решилось. Я когда один раз начитала и на куклу Вуду сделала. Кстати, кукла Вуду это не только порчи. Кукла Вуду еще и денежные работы есть, и на желание. Я потихоньку вам это все покажу в том числе. И так вот, я просто, значит, сейчас напишу заодно, чтобы не забыть. Видите, и писать надо на месте. И у меня решился этот вопрос очень быстро. Я иду и думаю, а может, это само решилось? Ну, неужели эта кукла что-то так решила так быстро? И у меня оса укусила прям за глаз. Моментально. Меня поставили на место. И вот с тех пор я... Много чего происходило. И очень много было таких, знаете, моментов, когда во сне прям числа показывали. Я игнорировала и была наказана за это. Нельзя игнорировать и обижать силой. Если они вам, тем более, если они вам помогали и помогают, и будут помогать всю жизнь и вам, и вашим детям. Спасение в магии в наш век. Принимайте это как хотите, но это истина. По-другому, ни от кого. Вы уже поняли, ни боженка, ни какие-то религии, ни какие-то фэншуи, ни медитации не помогают. Итак, начнем. Понедельник. Вот встали понедельник, перед тем, как начать свои дела. Неважно, во сколько вы встали, может, вы высыпаетесь, 2 часа дня встаете. Свои дела сделали, начитали, и начался ваш день. Спиридон Солнцеворот. С запада на восток. Всем моим делам удача, а мне дары и деньги в придачу. Начало недели да будет счастливым. Беги, беда от меня, а взамен удача приди. Заговоренная на счастливую долю. Понедельник, мать недели. Прикажи своим детям нести мне только удачу. До встречи с тобою. Заклято. Дальше. Кто-то скажет, а можно там после 00 ночи начитать, как только другой день начинается? Можете и так начитать, если у вас активная жизнь, и вы по ночам тоже куда-то ездите или что-то, или у вас вот так вот потребность сердца. Читайте, как только день заканчивается. Можете так делать. Я считаю, что начало дня, как только человек активный, начинает день свой, тогда намного удобнее читать и к месту. Вторник. Вторник, работяга, добрыми трудами меня одари. За мои деяния меня награди, деньгами да доброй славой. Вторник вторит моей удаче. Вторник дарит мне защиту. Вторник мне друг. С утра до ночи, от рассвета до заката. Пусть Бог денег ходит рядом, а Бог удачи меня носит на руках. Истинно так, заклято. Среда. Среда, середа. Удач, череда. Среда, сестра всех дней. Я поклонюсь ей, а она меня возвысит и одарит. Среда сегодня мне чудо подарит. Среда начинается с удачи и завершается даром от судьбы.
Заклинаю. Четверг. Четверг, он чистый четверг, он очищает энергию человека. Поэтому нужно обращаться к нему именно с такой просьбой. Чистый четверг, очисти меня от всяких неудач. Всю черноту сними. И беду, всю черноту сними с меня. И беду под землею спрячь. Отправь невезение за черные горы, а взамен мне дай сегодня благо и судьбы дары, чудеса и удачу. Истинно так. Пятница. Параскева пятница. Помоги мне в делах. Насылай на врагов моих страх. Защити меня. Заслони собой. Параскева пятница. Зову тебя, призываю. И прошу, и заклинаю. И в течение всего дня твою помощь получаю. Да будет так. Суббота. Привет тебе, суббота. Да будет этот день счастливым. Да будет беззаботным. Пусть чудеса сыпятся с небес. Подари мне, сестра суббота, сотни чудес. Сегодня твой день, и сегодня мой день. Благослови меня, суббота. Да будет так. Заклято. Воскресенье. Воскресенье – итог недели. Да будет этот день удачным, да будет полон везения. Я есть богов творения, и боги, любя меня еще до рождения, одарили меня доброй долей. Истинно так. Заклято. Итак, это первая часть. Сейчас будет и второй ролик, но я решила загрузить отдельно. Собственно говоря, назову, и вы поймете. Всем удачи, и возьмите за привычку приветствовать каждый день, и каждый день изначально запланировать и направить на удачу. То есть проектировать изначально. Потому что если эти дни недели с вами подружатся, они будут обращать на вас внимание больше, чем на других людей. Защитят и помогут. И когда каждый день в вашей жизни будет чем-то полезен, чем-то значим, и ваша жизнь вся в итоге будет полезным, значимым и принесет вам удачу. Всем всего хорошего.